Всем привет! Мы начинаем 5-ю тренировочную неделю, тем самым постепенно подкрадываемся к экватору нашей программы. На той неделе мы очень хорошо поработали, на этой неделе мы первую и вторую тренировку сделаем более-менее разгрузочными, а в третьей мы опять ударим. И переходим непосредственно к первой тренировке. Первое упражнение – наклоны со штангой. Если вы чувствуете силу и чувствуете то, что вы можете больше, вы можете делать наклоны больше. Исходя из комментариев, я вижу, что всех удивляет мой хруст в коленях. Это моя, можно сказать так, особенность, которая досталась мне практически с детства. Это еще у меня было до тяжелой атлетики, поэтому с этим никуда не денешь. Это есть, и это будет. Следующее упражнение – рывок свиса. Напоминаю, что оно делается в лямках. Опять же, стараемся размяться в этой тренировке в рывке. Особо не прикладываем усилий, потому что третья тренировка у нас будет более серьезная и там будет больше веса. Те, кто не успел на той неделе хорошо порвать, у них будет возможность на этой неделе отыграться. Следующее упражнение – рывковые уходы плюс приседания. Опять же, все движение выполняем плавно, медленно, не забываем про фиксацию. Небольшой подсед, выталкиваем штангу вверх. Встаем со штангой. Вот и все. Тот, кто хочет посмотреть более детально об этом упражнении, смотрите на моем канале. Видео уже о нем есть. Упражнение номер 4. Толчок со стоек. Плавный подсед. Опять же, кто хочет посмотреть более детально разбор этого упражнения, тоже смотрите на канале. Все это есть. Потому что есть много особенностей, нюансов, которые желательно бы знать и соблюдать. А мы переходим к 5-му упражнению, последнему в этой тренировке – приседания со штангой на груди. Я специально даю много приседаний на груди, потому что эти приседания играют очень важную роль в толчке и вообще в тяжелой атлетике. Потому что многие из вас умеют приседать на плечах, но не многие умеют приседать правильно на груди. Поэтому определенные 4-5 недель я делаю основной акцент на приседании со штангой на груди. Смотрим. Вот и все. Мы размялись на первой тренировке. Переходим ко второй. Ну а потом и третья. Поехали. Тренировка номер 2 состоит у нас из 5 упражнений. Первое упражнение – гиперэкстензия. Вот такие вот повороты влево-вправо можно делать без веса. Я их делаю для того, чтобы немножко прокачать столбы. Следующее упражнение – рывок в стойку. Скажу честно, мое самое нелюбимое упражнение, потому что от него у меня всегда болели колени. Не забываем про фиксацию. И то, что я говорил раньше в предыдущих своих упражнениях в
всегда старайтесь сделать так, чтобы локоть ваш смотрел вперед. То есть при фиксации в рывке, чтобы локоть смотрел вперед. Следующее упражнение – тяга рывковая. Вот здесь мне от вас нужна ваша помощь. Я написал 95% при условии того, что вы будете хорошо себя чувствовать и вам будет легко это делать. Если вы почувствуете, что вам тяжело, вы должны обязательно снизить нагрузку, потому что следующая тренировка у нас будет большой вес в рывке, и эта тяга, если она будет тяжелая, вы будете делать ее через силу, очень сильно повлияет на этот рывок. В общем так. Приняли стартовое положение, уперлись пятками в пол и встаем. Упражнение номер 4. Подъем на грудь в низкий сет. Для того, чтобы разнообразить немножко поднятие, могу вам порекомендовать еще попробовать его подделать без разброса ног. Сейчас один подход покажу с разбросом и один без разброса ног. Смотрим. С разбросом ног. А теперь без разброса ног. В основном, когда мне нужно побрать на грудь в стойку, я не использую это упражнение, я использую больше упражнения в сет, только беру без разброса ног. За счет этого мы встаем выше и движение получается выше. Попробуйте, я думаю, вам понравится. Следующее упражнение, давно его уже не было у нас. Приседания со штангой на плечах. Медленно опускаемся вниз и быстро встаем вверх. Во время приседания вы должны чувствовать, когда вы опускаетесь, что одна мышца отключается и подключается другая. То есть вес передается постепенно от одной мышцы к другой. И резко встаем вверх, потому что нам это очень пригодится во время вставания со штангой, то ли в старте, то ли когда мы взяли штангу на грудь, и нам нужно с ней встать. Вот и все. Вторая тренировка отработана. Осталась последняя. Она будет, конечно, тяжелая, но уверен, что многие из вас поднимут для себя новые килограммы. Поэтому постарайтесь хорошо отдохнуть, хорошо покушать, выспаться. И все у вас получится. Переходим к третьей тренировке. Третья тренировка нашей 5-й тренировочной недели. И основное упражнение здесь у нас рывок. Опять же, я повторюсь, те, кто на том неделе по каким-либо причинам не удалось показать свой, может, новый, может, лучший результат, у вас есть возможность это сделать на этой тренировке. Для начала мы сделаем наклоны со штангой, ну а потом все остальное. Предлагаю попробовать немного новое движение. Делать наклоны не так глубоко, как мы делали это ранее. Приблизительно путь сократить вдвое. В таких наклонах вес может быть однозначно больше, поэтому пробуйте, экспериментируйте. Упражнение номер 2. Основное в этой тренировке – рывок классический. Я предлагаю даже сделать его на этой неделе контрольным и похвастаться между всеми нами, у кого больше результат. Ну или может быть круче или смешнее. В общем, выкладываем все. Стараемся до колен вставать плавно и после колен добавлять разгон и прыжок вверх. Надеюсь на то, что у всех будет желание и у всех будет возможность поднять свой новый рекордный вес. И потом этим всем похвастаться в интернете еще. А мы переходим к следующему упражнению на грудь свиса. Можно сказать так, что оно добьет нас всех после большого рывка. Поэтому делаем его спокойно, медленно, никуда не спешим.
Опускаем штангу вниз. Не забываем, что мы встаем в отбив. Не надо сидеть и останавливаться со штангой внизу. Следующее упражнение – тяга толчковая. Мы начинаем уже подходить к более серьезным весам, поэтому 90% тяга уже будет встречаться очень часто. Ну, конечно же, если вы чувствуете слабость, либо вы недовосстановились, либо рывок очень сильно вас подизмотал, тогда вы можете сделать меньше, либо вообще это упражнение не делать. Вот и все. Мы подошли к экватору нашей программы онлайн. Поэтому хочется верить в то, что многие из вас стали сильнее, стали больше поднимать и стали больше понимать в тяжелой атлетике. Тренируемся вместе, тренируемся правильно. До следующей недели. Пока.